Сегодня я хотел бы рассказать начинающим художникам о том, как подбирать цвет и смешивать масляные краски. Информации по этому поводу не так много, как грамотно подбирать именно оттенок нужный. Она не структурированная, я сам с этим сталкивался, когда самостоятельно учился живописи. И сегодня я хотел бы поделиться какими-то своими находками и просто показать это на видео. Думаю, кому-то это будет очень полезно. Для начала рассмотрим на примере таких дизайнерских накрасок, попробуем подобрать цвет. Например, этот желтенький. Первое. Нам нужно определиться с доминантным цветом, с определяющим цветом этой выкраски. В данном случае это кадмий желтый средний берем за основу. Но мы видим, его смесь слишком насыщена. Чтобы погасить насыщенность, мы воспользуемся добавлением в смесь дополнительного оттенка, дополнительного цвета. К желтому у нас фиолетовые оттенки дополнительные. Информации по дополнительным цветам в интернете очень много, ее можно спокойно посмотреть самостоятельно. Итак, мы добавляем немножко фиолетового и смотрим на нашу смесь. Смотрим приблизительно, чувствуем, чего нужно добавить. Смотрим по степени яркости, это очень важно, тональность так называемая. Цветовой оттенок ищем, и насыщенность. 3 характеристики цвета. Примерно подобрали, приблизительно из 2 цветов у нас получился практически 90% попадание в цвет. Следующая выкраска такая сдержанно розовая. Доминантный цвет здесь розовый. Берем краплак. Краплак красный. Он очень яркий, как мы видим, очень насыщенный. Нужно сбавить ему насыщенность добавлением дополнительного, в данном случае берем оранжевый. Он примерно дополнительный к краплаку. Он, как видим, очень хорошо сбавил насыщенность. Да, еще можно зацепить от оливкового по ощущениям, я работаю. Он тоже дополнительный к краплаку. То есть смесь практически за несколько секунд у нас, сейчас посмотрим, 100%. Так, следующее такой красивый цвет. Достаточно сложно. Определились с цветом, берем оранжевый. Можно и другие смеси брать, можно было с красного заходить. Вариантов, как правило, несколько. Эту смесь можно было подбирать, начав и с кадмия красного светлого, с сиены можно было заходить в него. Тут вариантов всегда действительно несколько, но мы взяли оранжевый и дополнительно погасили его дополнительным фиолетовым, погасили его, и теперь добавляем красные оттенки, сиену и кадмий красный, добиваясь такой насыщенности цвета. Насыщенность в этом цвете явно выражена. Пробуем. Более-менее. Практически можно работать. Для живописи не обязательно стопроцентное попадание. Живопись вообще, она предполагает игрой с цветом, то есть что-то нужно усиливать, что-то погашать. А здесь мы просто чисто технические вопросы рассматриваем, как подбирать максимально точный цвет. Здесь такой голубовато-серый цвет берем. Дополнительно к нему у нас оранжевый я взял. Можно было... Да, именно оранжевый, если желтый взять, он позеленеет. Через оранжевый, в оранжевом есть красный, и поэтому зеленый эффект нивелируется. Итак, более-менее, 80% в смеси уже можно было работать. Или немножко доработать ее и подобрать 100%. Еще один цвет, более темный. Тоже берем синий. У меня это кобальт синий. И заходим опять же через оранжевый и дополнительный красный. Приблизительно такой с пониженной насыщенностью оттенок, цвет. Тоже попадание, практически 90%. Так, теперь такой цвет
Взяли за его основу сиену. Вот видим, практически больше ничего и добавлять не надо. Немножко, как я сейчас с экрана вижу, хочется охры добавить или оранжевого. Да, вот оранжевый. С экрана выглядит немножко по-другому. Да, в конце фильма там будет немного теории, обязательно посмотрите ее о цвете, о характеристиках цвета. У цвета есть всего лишь 3 характеристики. Это его оттенок цветовой, его насыщенность этого оттенка цветовая и тональность, то есть степень яркости. Вот эти 3 характеристики, которые важны для художника, с ними, как правило, их нужно знать и уметь ими пользоваться. Ну вот, а вот этот пастельно-красный оттенок мы берем через кадмий красный темный с добавлением светлой охры, желтой охры. Желтая охра хорошо сняла насыщенность красного, погасила его, успокоила. И вот такой вот приятный пастельный оттенок, выкраска получается. Вот с экрана видно, что немного тональность высветлена у смеси, в отличие от образца. Но тем не менее. Так, вот такой фиолетовый, тоже пастельный. Заходим через фиолетовую краску. Это у меня колер фиолетовый, смесь краплака с голубой ФЦ. Вот он очень насыщенный и холодный. Добавляем теплого и теплой сиены. Сиена у нас такая оранжевато-коричневая, что успокаивает и уводит нашу смесь в более теплую сторону. Вот, смотрим. Да, очень важно, вот я заметил по себе, как подбирать цвет. К сожалению, я достаточно поздно это заметил свойство, то что глаз достаточно быстро забывает оттенок. Если смотреть на натуру и потом подбирать на палитре цвет, ну, цвет как бы забывается за долю секунды. А если делать быстрые такие сравнения, буквально каждую секунду бросая взгляд с натуры на подбираемую смесь, то взгляд как бы не успевает, глаз не успевает забыть цвет смеси, оттенок его цветовой. И, соответственно, достаточно быстро, за каких-то 10-20 секунд можно очень точно подобрать цвет. Раньше я работал вообще методом тыка, как бы подбирал цвет, то положил на холст, в 9 из 10 случаев это оттенок оказывался не тот, или тонально, либо цветовой оттенок его оказывался неверным, приходилось снимать, переделывать. А с таким сравнением, с быстрым, очень точно можно подбирать цвет. Вот как видите, здесь мы легко и быстро справились с оттенком. Вот следующее задание, следующий оттенок. Заходим через охру, естественно, как самый оптимальный оттенок. Самый оптимальный цвет охра желтая. Вот она просится буквально теплого чего-то добавить, оранжевого, либо же красного. Заходить в него. Работать советую по ощущениям, вот просто как бы чувствовать, чего не хватает в смеси, в какую сторону, в теплую, в холодную, высветлить, затемнить. Запоминать оттенки, запоминать смеси, я считаю, тупиковый путь, и начинающему художнику я не советовал запоминать какие-то сочетания цветов. Конечно же, нужно знать свою палитру, знать, что будет получаться в смесях, но помнить сочетания, как я, когда начинал, я даже выписывал, делал выкраски такие, это путь тупиковый, это будет загромождать голову. Лучше просто по чувствам, по ощущениям подбирать, вот как сейчас, за каких-то там 15 секунд мы подобрали практически рабочий цвет. Так что я начинающему советую сразу научиться чувствовать, как бы смесь она сама будет как бы просить, в какую сторону чего ей добавить. Красного, там, зеленого, синего. Нужно научиться это чувствовать. Вот еще один неопределенный какой-то цвет. Зашли мы в него с Марса коричневого, немножко охрочки и более-менее.
Так, вот зеленые оттенки. Да, вот помыли кисточку между сменой цветов в масле. Вот, ну, естественно, берем оливковый колер. Вот, он яркий, насыщенный, очень теплый. Нужно немножко вот снять насыщенность краплаком. Вот, и отсюда я сейчас вижу, он просит как бы охладить немножко смесь. Просит чего-то более холодного. Сейчас бы я добавил бирюзы, либо же кобальта синего. Вот травяной зачем-то взял. Немножко ошибаюсь. Оттенок получается более теплый. Вот сейчас с экрана это очень хорошо заметно. И более светлый. Да, здесь ошибка небольшая. Ну и зеленый, собственно, он достаточно трудный цвет для подбора. Как известно художникам, он в середине спектра находится, и почему-то глаз человеческий его трудно воспринимает, его оттенки. Вот, следующий цвет бирюзовый. Заходим с бирюзы. Просит утеплиться. Вот чувствуем, в какую сторону. Немножко охры добавляем. Нужно, повторюсь, чувствовать теплее, холоднее, светлее, либо же темнее. Насыщенность чувствовать. Всего лишь 3 параметра цвета. 3 параметра, которые нужно помнить и уметь ими пользоваться. Вот, подбираем по ощущениям. Желательно смешивать всего лишь в идеале 2 краски. Не смешивать больше 3 красок, 4 и более, это уже достаточно грязные оттенки, малозвучные, некрасивые. В идеале 2 цвета, можно 3, ну не считая белил. Белила в счет не идут. Белила, кстати, ахроматик. Они очень хорошо снимают насыщенность, то есть чем больше в смеси белил, тем менее насыщенная смесь, ну и соответственно светлее. Так, вот этот цвет, он более бирюзовый, но более холодный. Здесь мы к бирюзе добавляем кадмия синего и оливковый. Вот, следующее задание, кстати, очень рекомендую начинающим просто дома посидеть и поделать такие задания на каких-нибудь любых цветных на красочках, потренироваться вот так вот вечерком. Следующая смесь делается такая плотная, синего оттенка. Синим мы насыщенность сняли противоположным оранжевым. И смотрим, ищем. Вот немножко сняли насыщенность белилами. Да, добавили коричневого Марса. Марс можно рассматривать, кстати, как очень темный оранжевый цвет. Так, вот с экрана очень хорошо видно, что ошибка в тоне и в оттенке. Вот, правильно добавляем синего и исправляем. Все, практически то, что нужно. Так, вот еще один цвет. Заходим с кадмия красного, темного. Делаем разбелочку и чувствуем, чего не хватает нашей смеси. Вот добавили охры, многовато. Просится охладить немножко. Можно фиолетового добавить. Вот. Да, отсюда видно хорошо, что не хватает фиолетового. Вот. Ну или краплака тоже хорошо. Да, даже еще лучше краплак. Краплак считается холодным цветом, холодным красным. Вот, он охладил немножко эту смесь. Ну, вот более-менее. Немножко больше поработать, и будет 100% попадание. Так, вот очень простой цвет хаки. Заходим с марс-коричневого, темного, прозрачного. Вот, немножко охлаждаем изумрудный зеленый,
Можно другой вариант какой-то было взять, допустим, смесь зеленой травяной и краплака, был бы тот же результат. Вариантов, повторюсь, часто несколько в подборе смеси. Так, вот эта смесь очень простая. Здесь попадание 100%. Вот еще одна выкраска теплая. Заходим. Можно было с охры. Вот мы что-то среднее взяли. Оранжевое. И добавляем в цвет, в колер то, чего не достает. Вот охладили немножко. Бросаем быстрые взгляды на образец и на смесь. Чувствуем, чего не хватает. Очень рекомендую начинающим именно вот такую манеру подбора цвета усвоить, привыкнуть к ней, именно к быстрым взглядам. Ну вот, тоже 100% попадание в цвет, и в оттенок, и в тональность. Так, теперь я хочу показать, как подбирать цвет с электронного устройства. Вот в данном случае подбираем цвет неба. Напомню, что здесь это чисто техническое задание. В живописи такое небо брать нельзя, конечно, это получится плакат. Но сегодня у нас просто чисто техническое задание по подбору цвета. Вот теперь мы подбираем цвет с электронного устройства, с монитора. Большой разницы нет. Подбирать цвет с экрана, либо же с натуры. Просто нужна какая-то привычка. И, естественно, сам монитор не должен очень гореть, не на полную яркость. Иначе он начинает светиться, цвета очень насыщенные получаются. Вот, как мы видим, здесь практически даже с экрана видно, что оттенок к серединной части неба подобран нормально. Вот немного к более нижней части он подойдет. Вот сейчас попробуем взять цвет листвы. По тому же алгоритму действуем, как и на выкрасках предыдущих. То есть берем доминирующий цвет, здесь оранжевый, и обогащаем и делаем более насыщенный за счет сиены. Вот это для светлых участков листвы вполне подходит. Для серединных здесь больше сиены, можно фиолетового взять немножко. Даже необходим здесь фиолетовый. Вот красные участки. То есть принципиальной разницы между пленэром и работой с экрана особой нету. Естественно, на природе все трехмерное, здесь двухмерное, но это дело просто привычки. Мозг перестроится достаточно быстро на работу с экрана, сделает поправки на то, что он светится. Я привык работать с экрана достаточно быстро, и какой-то принципиальной разницы между работой с фотоматериала, с монитора, либо же с натуры, особой разницы нет. Творческие задачи можно решать и так, и разными способами. Конечно же, с натуры работать лучше, на планере, но не всегда это возможно, не всегда получается. Так, вот тут я ошибаюсь по тону. В высоком регистре что-то я набрал оттенки, торопился. Так, вот оттенки кожи. Кожа очень сложный объект, женская кожа особенно. Тут каких только оттенков не встретишь. И синий, и фиолетовые, и зеленые. Очень сложные нежные переходы. Ну вот эта выкраска подойдет к каким-то полутонам, близким к световым. Такие немножко оливковые оттенки. Вот бирюзы много в коже на данном снимке. Напоминаю, это мы стараемся подобрать просто цвет как задание. В живописи можно преувеличивать, даже нужно преувеличивать выгодные места. Такая происходит постоянная игра с цветом. Художник должен уметь управляться с ним, управлять цветом, подгоняя картину к определенному колориту. Цвета картины должны быть интересные. Вспомните картины своих любимых художников, какие там интересные цвета, оттенки, естественно, не такие, как в жизни, они более живописные,
и в то же время они объединены каким-то своим колоритом, сочетанием цвета, из которого нельзя ничего вычленить, удалить, да и добавить ничего нельзя. Вот, ну, это лирика. Так, итак, вот подбираем тут холодные оттенки, вот для цветов вот такие холодные. Можно бирюзы, можно лимонного, можно очень сильно преувеличить, и все это на холсте сделать очень живописно и организованно. Вот для теневых Марсом, тени, рефлексы тени в помещении обычно теплые. Ну, там есть исключения, но это тема для другого фильма. Да, вот еще полезно выделить на экране какой-нибудь белый участок, вот у нас поля белые, чтобы это являлось как бы камертоном. По отношению к белым хорошо сравнивать как тональность, так и цветовые оттенки, ну, в основном тональность. Также и на палитре. Белый цвет – это камертон. Светлее его, даже приближаться к нему нежелательно. Белый цвет в живописи не должен присутствовать в чистом виде. Так, вот сейчас набираем цвет снега. Снег у нас в теплых оттенках, видимо, освещен солнцем или рефлексирует что-то. То есть мы набираем его с охрой, с присутствием сиены, световые части. Также тут вот видны и фиолетовые оттенки, синие. Все это можно преувеличить. Кстати, будет отдельное видео, подписывайтесь, будет еще видео по использованию фотошопа для изготовления эскизов под живопись. Тоже достаточно интересно. То есть вот это вот все оттенки можно усилить, перевести в язык живописи, постараться, и потом уже писать картину, взять от фотографии чисто идею какую-то и сделать самостоятельное художественное произведение. То есть использовать фотографию просто как какой-то толчок для написания самостоятельной картины. Так, вот видим бирюзовые, замечаем, подмечаем, увеличиваем, преувеличиваем и пишем «Русскую зиму». Да, очень важно в натуре подмечать игру теплого и холодного. Вот мы здесь на снегу видим на свету теплые, охристые такие оттенки, а в тенях сине-сине-бирюзовые. Это нужно подмечать. Вот берем рябинку чистым кадмием, светлым. Там, естественно, нужно обогащать смесь и оранжевым, и фиолетовым, и коричневым, и всеми цветами. Живопись должна быть богатой. Так, вот, да, я здесь пробую взять зелень. Зелень, естественно, зеленая, но с присутствием очень большого количества красного краплака, либо же кадмия красного, что снимает насыщенность зелени, и получается такой достаточно благородный зеленый оттенок. Кстати, зелень травяная в смеси с краплаком очень похожа на Марс коричневый, прозрачный, но сохнет в 2-3 раза дольше. То есть иногда выручает в работе, когда не нужно, чтобы смесь быстро сохла. Так, вот какие-то груши, фотоматериал. Тут берем тоже открытые цвета. Ну вот для полутонов с оливкового, смеси с желтым. Полутона такие тоже красным обогащаем, красным, оранжевым. Ну вот вы все видите. Вот для бочков, для боков этих груш краплак. Краплак прохладный, красный цвет. Теневые взяты Марсом. Так, вот следующее. Вот арбуз. Ну, арбуз берем краплаком, конечно. Такая холодно-фиолетовая мякоть. Берется достаточно легко. И с оттенками в фиолетовый и в красный, более теплый красный. Берется очень просто. Вообще насыщенные цвета брать намного проще, чем такие пастельные. Вот. Вот игра фиолетовых.
в нем заметно. Вот красные места. Все, как видите, очень просто. Да, вот пробую взять зеленую мякоть, зеленую срез арбуза. Тут можно взять мазки как холодные, холодные зеленые и теплые зеленые. Зелень тоже можно разделить на теплые, на теплые, на холодные. Нужно работать отношениями. Это потом будет еще видео по алгоритмам работы, по работе отношениями. Так что, ну, это чуть позже. Так, вот какая-то заводь тоже берется. Цвета воды. Вот оранжевое, дополнительно вводим зеленое, приглушаем его. Еще раз оговорюсь, это чисто механическое. Так картины, конечно, рисовать нельзя. У вас получится на полотне та же фотография, увеличенная, выполненная в масле. Живопись нужно обогащать, ее нужно преломлять, все цвета нужно уметь переплавлять вот тот же фотоматериал в язык живописи. Это очень сложно. Это, собственно, самое главное, что делает художника, точнее живописца. Подобрать цвет, как видите, совсем не трудно. Вот здесь подбираем зелень, вот теневые, там есть и холодная, и изумрудная игра оттенков. Вот цветовые какие-то, светло-зеленые набираем с оливковым. Всегда стараемся углядеть в натуре игру теплого и холодного. Вот на том же кустарнике там есть тепло-желтые места, желто-зеленые, также и сине-бирюзовые, холодные оттенки. Все это нужно подмечать, преувеличивать, если это уместно. Вот, а сейчас немного теории. Теория о цвете, точнее, то, что нужно знать художнику о цвете, для тех, кто не знает, мало знаком с этим. Итак, любой цвет можно охарактеризовать тремя параметрами. Это его цветовой оттенок, то есть красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Это все цвета спектра. Его насыщенность, ну то есть степень насыщенности цвета, от слабо насыщенного до очень сильно насыщенного. И его яркость, то есть от темноты, от полной черноты до полной выбеленности. Вот это всего лишь три свойства цвета. Вот сейчас попробуем на примере фотошопа. Я покажу. Вот это оттенки цвета. То есть вот синий, красный, это его цвета. Вот насыщенность. Вот сейчас стоит максимальная насыщенность на втором ползунке. Вот сейчас немножко меньше, меньше, меньше. Вот так убирается насыщенность. Ну, это в электронном, но и в краске то же самое. Краска точно так же, теоретически она точно так же, ее точно так же можно описать этими параметрами. Оттенком, насыщенностью и яркостью. Вот сейчас яркость убирается. Вот добавляется яркость, насыщенность вот так разбеливается. Вот краска у нас точно так же разбеливается. Да, и вот на примере, например, рассмотрим, проанализируем цвет на том же арбузе. Вот смотрим, берем образец цвета, ну вот красный, смотрим на его оттенок цветовой, его насыщенность и светлоту. Вот точно так же мы видим вот всего лишь 21% насыщенности у этого цвета и очень светлый. То есть можно спокойно проанализировать оттенки фотографии, посидеть, подумать и иногда обнаружить очень неожиданные и даже парадоксальные выводы сделать. Проанализировать рефлексы – это очень полезно в натуре. Вот так вот обнаружить их оттенки. Иногда достаточно сложно определить, теплый он или холодный.
его насыщенность. А так вот можно посидеть, подумать. Вот мы здесь зелень видим, она очень светлая, достаточно светлая и малонасыщенная зелень. Так, вот наши груши. Также смотрим, анализируем основной цвет, смотрим на насыщенность, не очень насыщенная. Также вот рефлекс теневой очень насыщенный, 98%, то есть в живописи это место нужно было бы брать очень мощной краской. Вот бачок розовый, смотрим на оттенок, он тут скорее оранжевый, вот почти зеленый, зеленый бок груши. Вот. И самое главное, советую проанализировать шедевры живописи. Вот Илья Ефимович, в частности, вот посмотрим, как он брал небо. Кажется, оно голубое у нас, а на самом деле меньше 50% насыщенности краски. А как оно светится? Начинающий художник, естественно, взял бы в полную силу каким-нибудь кобальтом. Вот смотрим горизонт, какой-то вообще невнятный цвет, практически ненасыщенный. Вот уже более насыщенный земля, такого зеленоватого оттенка, почти оливкового. Смотрим, вот, допустим, да, вот зелень, там у нас как бы травка какая-то, вот ищем, выбираем этот цвет, смотрим, что также, ну, практически 50% зеленый. Начинающий художник, конечно, взял бы достаточно зеленый и для приличия чем-нибудь немножко облагородил. Вот здесь, кажется, почти изумрудный, а на самом деле, меньше 30% насыщенности, а горит как изумруд, изумрудный оттенок. Красный, ну, почти что красный, но не совсем красный, не яркий. Вот это, что называется, работа в отношениях. Здесь все работает, здесь в полную силу работает колорит. Колорит великого живописца. Вот так все организовано в своей среде, не убавить, не прибавить. Вот еще один великий, можно посмотреть, подумать над его репродукцией, как он брал небо. Здесь вообще 29% насыщенности, а как оно достаточно убедительно горит, холодное, а на самом деле достаточно скромными средствами взято. Вот, по отношению к остальным. Вот у горизонта то же самое, еще менее. Вот смотрим цветовое платье, тоже холодный оттенок, очень слабо насыщенный, светлый. Вот все это я к вопросу о работе, о том, что нужно немного сдерживать свою палитру, всегда оставлять какой-то запас по свету, по насыщенности, по яркости, то есть немного быть сдержанным. Так, вот что еще смотрим на зелень. Зелень такая теплая, видно, тоже не очень насыщенная, тоже не во всю силу. Красный здесь не во всю силу, конечно, взят. Это, конечно, репродукция, электронная репродукция, но я думаю, он тоже поступал, как-то сдерживал себя, не в полную силу что-то брал. Вот теневые, холодные, очень насыщенные, темные. А вот современный художник тоже, вот можно проанализировать, как работают другие художники, поучиться чему-то, посмотреть, как смело он берет оттенки на лице, тоже иногда парадоксально достаточно, можно яркую зелень увидеть. Вот проанализировать, опять же, рефлексы, вот смотреть, что они теплые, это очень важно, угадать рефлексы, их тонально и температурно. Вот мы видим здесь теплые рефлексы и тени. Ну вот, еще современный художник. Тут достаточно ярко. Тоже можно посидеть, посмотреть, поучиться. Он блик какой интересный на... да, вот фон оливковый.
очень насыщенный, предельно насыщенный. Блик холодный, достаточно смело современные художники работают. Как бы небрежно, но это как бы небрежно, на самом деле это большой труд, и все это продуманно. Так что очень рекомендую посидеть, поанализировать больших мастеров. И главное, научиться понимать цвет. Вот, ну а на сегодня это все. Обязательно подписывайтесь, будет еще несколько интересных видео для начинающих художников. Всем удачи!